тишина наполнена звуком, да, тишина может говорить. Каким образом можно сделать фотографии действительно интересные, живые? Вот такой аксессуар от Sigma. Можно вот так сделать. Не взял, что ли? Замечательно. Он совсем далеко. Сегодня, друзья, тема чисто и красиво снимать на телефон. Как это сделать, вы узнаете в этом ролике. Смотрите. Друзья, привет, с вами Фавионыч. И у нас сегодня выпуск посвящен фотографии. Но не обычной фотографии, а той, которая в ближайшее время изменит все расстановки сил. Это мобильная фотография, мы сегодня про нее будем говорить. И кое-кто считает, что никаких правил нет, Фавионыч в том числе, что правила придумали трусы. Так ли это, не так, напишите в комментариях. А мы с вами сейчас поговорим, о каких же правилах, чтобы сделать качественную мобильную фотографию. Вместе с Фавионычем. Смотрите, подписывайтесь. Вперед! Основные три тезиса, которые мы сегодня рассмотрим, и они в нашей жизни определяют все. Это время, место и обстоятельства. Соответственно, к фотографии применимо. Время – это связано с освещением, естественным или которое вы меняете. Место – это выбор места как такового, где вы снимаете. И, конечно же, связанные вещи с экспозицией, с точкой съемки и вообще с выбором жанров. Ну и обстоятельства – это самое главное, то, о чем мой канал, о чем говорит Фавионыч постоянно, это попадание в этот так называемый кайрос, волну. Ты сам-то в это веришь, что говоришь? Или как? Каким образом можно сделать фотографии действительно интересные, живые? Отсюда несколько правил, которые мы сейчас с вами углубленно рассмотрим. Итак, друзья, мобильная фотография. И первое, на что я обращу внимание, даже не какие-то технические параметры, а выбор жанра. А это вопрос, что вы снимаете. Пейзажная фотография, стрит-фотография, макрофотография. Специальная фотография, которую я записывал в видео, урбан, ну и другие типы фотографий, виды, которые вы считаете вам в данный момент интересно снимать. Это первое, самое главное правило. Определитесь, что вы будете снимать. Второй важный пункт – это как снимать. И к этому относится выбор точки съемки, о которой мы говорили. Он связан, конечно же, с объективом, связан с непосредственно точкой съемки, откуда вы снимаете, как вы хотите, чтобы выглядел объект крупным или мелким и прочее, прочее, прочее. И в англоязычной версии это называется point of view, то есть точка съемки, точка вашего видения. Но она определяет и характер вашего видения, поскольку вы делаете кадр для того, чтобы заставить говорить плоскую картинку 2D. Фавионыч опять какую-то ерунду записывает. И переместить 3D мир, в который вы живете, вам нужно изучить эти основы. Для школьников. Это основы связаны с геометрией. Как это не сложно звучит, на самом деле ничего сложного нет. Глаз наш воспринимает перспективу на базе каких-то форм объектов, определяет их размеры, расстояние и прочее, прочее. В телефоне это то же самое работает. И для этих случаев, в том числе, существует одно правило, которое знают все фотографы, некоторые его хаят, некоторые считают самым главным. Это правило так называемых третей. В самом телефоне всегда есть эта сеточка, вы можете ее включить, и в зависимости от того, что вы хотите показать в своем кадре, вы должны использовать это правило. Об этом я расскажу более подробно. Друзья, изменяя геометрию пространства,
а точнее изменяя место, откуда-то вы снимаете, вы можете так или иначе менять размеры объекта, заполнять этим объектом кадр или наоборот уменьшать его до такой степени, что увидите как. Помощники. Третий пункт – это помощники вам в мобильной фотографии. И это в первую очередь штативы. Вы можете, конечно, использовать вот такие недорогие штативы, которые могут выдвигаться, в том числе и там на огромное расстояние. Фавионыч, какие маленькие штативы. Штатив должен быть большой, тяжелый и большой, как минимум такой. Который можно купить там за 1000 рублей, для того, чтобы сделать ваши фотографии более резкими. Вы также можете использовать какие-то штативы компактные, которые я часто показываю. Где они сегодня у меня? Я что, забыл его, что ли? Фавионыч, ты сумасшедший, что ли? Отправил меня отдыхать. Ты вот это, наверное, искал, да? Вот такой штативчик. А, не взял, что ли? Замечательно. Вот такой триподик искал, да? Нет? Да вот он у меня с собой. С собой. Или в идеальном варианте то, что разработал Фавионыч, так называемый вездеход, который может крепиться практически к любым металлическим конструкциям, оградам и всему прочему. И дальше закреплять уже ваше мобильное устройство с помощью специального приспособления. А тебе оставил плохой. Друзья, когда я говорю о времени, имеется в виду то, что вы можете время упустить. В данном случае я попал в место, где еще весной снимал великолепный арт. Торчащие из воды вот эти образования, похожие на стиль Тарковского в фильме «Сталкер», теперь превратились совершенно в унылое, грязное лужа, костер вместо песка. И все это стало непригодным для фотографии как искусство. Не, в ЧБ можно все это подправить, конечно. Еще одно правило, друзья, это чистота. С этого начинать нужно все. И поэтому, если вы сомневаетесь, вам нужно подойти и сделать вот так, чтобы ваша камера была всегда чистая. Ну, а для тех, кто любит Sigma и кто смотрит мои выпуски про Sigma, знает, что у меня есть вот такой аксессуар от Sigma. Можно вот так сделать. Point of view. Нижняя точка, верхняя точка, точки. Как еще улучшить качество фотографий? Ну, во-первых, вы знаете, что для того, чтобы фотографировать, нужно использовать те форматы, которые пригодны для фотографии. Это 2 к 3, 3 к 2, 3 к 4, 1 к 1. Все это в айфоне и в других телефонах можно настроить. Изначально в айфоне, если вы снимаете фотографии горизонтально, будут сильные искажения лиц по углам, если вы попадаете. И вообще геометрия плохая. Поэтому снимайте вертикально, снимайте 2 руками. Это те правила, которые позволят вам сделать качественную фотографию. Вы знаете, что экспозиция очень важна в фотографии. И я сижу в тени, здесь яркий свет. Все это нужно настраивать. Как это делается в айфоне? Достаточно просто. Для этого достаточно навестись на объект и, нажав кнопку, получить квадратик. В этом квадратике, двигая пальцем вверх-вниз, вы можете менять экспозицию выше или ниже. Если же вы выбрали какой-то уже, остановились на каком-то установках, нажимаете еще раз кнопку, удерживаете, экспозиция и фокусировка зафиксировались. После этого можете кадрировать и переходите уже к правилам третей. Места — это в первую очередь, конечно, какие-то необычные места, которые привлекают фотографов, туристов. И иногда места вы такие можете найти даже в тех местах, да, которые знаете хорошо, но внезапно они изменяются. Так происходит вот в данном случае. Мы наблюдаем искусственный водоем, сделанный для того, чтобы осушить часть леса. Он квадратной формы, он абсолютно закрыт, насколько я помню. И благодаря таким новым, внезапно появляющимся или наоборот исчезающим местам вы сможете сделать интересные необычные кадры.
в том числе на телефон. Фотографу тоже нужно иногда остановиться и подзарядиться. В данном случае это мой лимонад, который я готовлю. Посмотрите видео. В данном случае этот лимонад, в данном случае лимонад с мятой сделан в этот раз. И стоп тут даже задвигался. В поиске интересных кадров, даже если вы занимаетесь пейзажной фотографией, можно иногда найти какие-то необычные объекты, которые могут изменить восприятие кадра. Рамки, говоришь? Вот такие, может, подойдут? Такие рамки. Нет? Вот что я нашел. Друзья, если вы снимаете не классическим фотоаппаратом, а снимаете именно телефоном, то есть еще одна возможность сделать резкие фотографии. Автофокусы, еще что-то. Крем главное, вот. Главное крем. В айфоне изначально, например, в моем айфоне, там и 7, 8 и прочие новые, есть функция HDR, которая склеивает из нескольких кадров и делает очень резкую, не только по резкости, но и по динамическому диапазону картинку. Составляет из нескольких кадров. Для этого достаточно просто активировать ее и все. Регулировка экспозиции. Фиксация фокуса и экспозиции. Если же вам не хватает, вы хотите поближе подойти, один вариант. Если у вас нет такой возможности, вы можете использовать вот такую линзу, например, теле. Который в некотором роде приблизит ваш объект к вам. Обратите внимание на этот куст камыша. Вот эта часть, она не очень хорошая, высветлена, но когда свет попадает на камыш, мы можем откадрировать именно таким образом, чтобы остался камыш. Это один из способов привлечь внимание к главному объекту в кадре. Ну, Фавионыч тоже здесь, можно сказать, главный иногда появляется. Обратите внимание, вот с этой точки зрения пространство, убирая вот этот белый некрасивый подсветку, закрывая ее какими-то деревьями и добиваясь того, что основным моим объектом является вот этот камыш. Вы его сейчас видите. Я могу изменить экспозицию, так или иначе, изменить настройки и этим самым сконцентрировать ваше внимание на основном объекте, убрать лишнее. Это и есть кадровка. Друзья, осталось сделать за малым. Последний, 5-й пункт – это обработка фотографии перед тем, как вы ее куда-то выложите или будете распечатывать. Если вам понравилось это видео, ну, вы знаете, что делать. И мы продолжим выпуск. И кого интересует тема мобильной фотографии и обработка, зайдите в мой плейлист, там все это есть. В том числе и на iPad. Все правильно, Фавионыч. Нормальные пацаны давно уже на планшетах все обрабатывают. Никаких не компьютеров. Это все древнятина.